Закрой на секунду глаза и представь, что ты стоишь по колено в теплой черной воде древнего болота, которому 300 миллионов лет. Над тобой поднимаются деревья, каких ты никогда не видел. Огромные стволы, покрытые узором из ромбов, будто кожа неведомого зверя. Воздух тяжелый, влажный и такой густой, что дышится странно легко, словно каждый вдох чуть пьянит. Пахнет гниющей листвой, стоячей водой и чем-то еще, острым и незнакомым. Вокруг ни птичьего крика, ни звериного рыка, только шорох, шелест и тихий свист множества крыльев. И вдруг над самой водой проносится тень. Ты вздрагиваешь и поднимаешь голову. Над тобой, широко расправив 4 прозрачных крыла, зависает стрекоза. Только размах ее крыльев шире, чем твои раскинутые руки, а сама она длиной с крупную хищную птицу. Она поворачивает к тебе огромную голову, целиком состоящую из 2 блестящих глаз, и на миг ты чувствуешь себя не человеком, а добычей. Потом она срывается с места и в одно мгновение хватает в воздухе другое насекомое размером с ладонь. А теперь самое странное. Этот мир великанов не выдумка и не чужая планета. Это твоя Земля, только очень-очень давно. Задолго до первого динозавра, задолго до первого цветка здесь уже кипела жизнь, и правили ей не звери и не рептилии, а насекомые чудовищного размера. По земле ползали многоножки длиннее взрослого человека, в подлеске охотились скорпионы ростом с собаку, а в теплом густом воздухе царили крылатые хищники, каких небо больше никогда не увидит. И у всего этого безумия была одна тайная причина, спрятанная в самом воздухе, которым ты сейчас так легко дышишь. В прошлом фильме мы рассказали, как тихий цветок приручил насекомых и захватил сушу. Но мы обещали вернуться в куда более древнюю эпоху и показать тех самых насекомых, когда они еще не были крошечными слугами цветов, а сами были хозяевами планеты и достигали чудовищных размеров. Вот мы и здесь. Только теперь под ногами нет ни единого цветка, а над головой кружат живые чудовища. И тут возникает вопрос, который кажется простым только на первый взгляд. Почему сегодня самое крупное насекомое умещается на твоей ладони, а тогда стрекоза была размером с ястреба? Мы привыкли думать, что насекомые обязаны быть маленькими, что таракан, муравей и муха именно потому и малы, что такими их сделала природа раз и навсегда. Но это не так. 300 миллионов лет назад те же самые группы существ вырастали в настоящих гигантов. Значит, дело не в самих насекомых, дело в мире вокруг них. Запомни эту мысль, она титульная для всего фильма. Не насекомые решают, какого им быть размера, это решает за них планета. И вот главный вопрос нашей истории. Что за сила когда-то сделала насекомых великанами, кто сбросил их с трона, и почему за 300 миллионов лет ни одно насекомое больше даже близко не подобралось к прежним размерам? Если тебе интересно, как ученые разгадали эту тайну, подпишись на канал прямо сейчас. Впереди история о самой странной империи в летописи Земли и о крохотном существе, что пряталось в ее тени, а в итоге пережило всех гигантов. Это существо тебе не чужое, это твой прямой предок. Чтобы понять, откуда взялись гиганты, надо сперва понять их мир. Эпоха, в которую мы попали, называется каменноугольный период. Запомни это слово. Названо оно так потому, что именно тогда родился почти весь каменный уголь, который мы сегодня достаем из-под земли и жжем. А родился он из тех самых огромных деревьев, что качаются сейчас над твоей головой. Представь бескрайние теплые болота, растянувшиеся на целые континенты. От горизонта до горизонта стоят леса, но это непривычные тебе деревья. Это гигантские плауны и хвощи, дальние родичи маленьких травок, что растут сегодня в сырых канавах. Только здесь они вымахали в исполинов высотой с многоэтажный дом. Их стволы покрыты чешуей из листовых рубцов, а кроны теряются где-то в теплой дымке наверху. Земля под ними завалена гниющими стволами и толстым слоем растительной трухи. Ни травы, ни цветов, ни ягод. Только зеленые колонны, черная вода и запах вечного прения. И вот здесь кроется первый секрет гигантов. Эти бесконечные леса работали как огромная фабрика по производству кислорода. Каждое дерево дышало, выбрасывая в воздух кислород, а взамен забирая углекислый газ. Но самое важное было в том, что деревья почти не сгнивали до конца. Мертвый ствол падал в болото и не разлагался как положено.
Ведь существа, что умеют полностью переваривать древесину, еще толком не появились на свете. Ствол просто тонул в трясине и застревал там навсегда, унося с собой весь углерод, что забрал из воздуха. Дерево за деревом, век за веком, планета прятала под землю целые леса, а взамен в воздухе копился кислород. Чтобы ты представил этот лес по-настоящему, вглядись в одно из деревьев. Ученые зовут его лепидодендрон, а по-нашему это гигантский плаун, дальняя родня крохотного мха под ногами. Только вырос он в колонну высотой с 10-этажный дом и толщиной в несколько обхватов. Ствол его гладкий и зеленый, весь в узоре из ромбовидных рубцов, будто чешуя, и почти лишен веток до самой вершины. Такое дерево жило быстро, взлетало к свету огромной свечой, один раз выбрасывало вверх крону, роняло споры и падало. А рядом стояли каламиты, исполинские хвощи в рост дерева, что сегодня измельчали до сорной травки у пруда. Весь этот лес был царством растений, которых в нашем мире почти не осталось, а те, что уцелели, съежились до размеров травинки. И кислорода стало по-настоящему много. Сегодня в воздухе, которым ты дышишь, его чуть больше 1/5 части. А в те времена, по оценкам ученых, его доля поднялась примерно до 1/3 всего воздуха. Воздух стал плотнее и богаче, чем когда-либо в истории Земли. У этого богатства была и обратная, грозная сторона. В таком воздухе все горело, как порох. Одной случайной молнии хватало, чтобы по лесу прокатилась стена огня. И следы этих древних пожаров ученые до сих пор находят в породе в виде окаменелого угля. Планета той эпохи была одновременно и пышной оранжереей, и пороховой бочкой. Но для существа, что дышит всей поверхностью тела, обилие кислорода значило одно. Именно этот густой, перенасыщенный кислородом воздух и открыл дорогу гигантам. Планета сделала глубокий вдох, и в ответ жизнь начала расти вширь и вверх, будто кто-то снял с нее невидимый потолок. А теперь я познакомлю тебя с обитателями этого мира. И поверь, каждый из них достоин собственного фильма ужасов. Начнем с той, что напугало тебя в самом начале. Ее зовут Меганевра. Запомни это имя. С виду она похожа на стрекозу, но родище ей приходится очень дальней, и ученые зовут таких существ гривозубыми стрекозами. Размах ее крыльев доходил до 70 сантиметров. Это шире, чем ты можешь развести ладони в стороны. Она была самым крупным летающим хищником своего мира и, вероятно, лучшим летуном той эпохи. Огромные глаза покрывали почти всю голову и давали ей обзор почти на все стороны сразу. В густом плотном воздухе ее широкие крылья держали тело без всякого труда. Она хватала добычу прямо в полете цепкими лапами и была настоящей хозяйкой неба задолго до того, как в небо поднялась хоть одна птица или хоть один летающий ящер. Целых 100 миллионов лет никто не оспаривал ее власть над воздухом. Теперь опусти взгляд к земле, но лучше отступи на шаг. По лесной подстилке ползет существо, при виде которого хочется убежать. Его зовут Артроплевра. Запомни и это имя. Это дальний родич современных многоножек, только вырос он до совершенно немыслимых размеров. В длину Артроплевра достигала 2,5 метров, длиннее, чем рост взрослого мужчины, и была самым крупным сухопутным животным без позвоночника за всю историю нашей планеты. Представь бронированный садовый шланг с десятками пар ног, что с шорохом движется сквозь палую листву. К счастью для всех вокруг, этот великан, скорее всего, не был свирепым хищником. Он мирно перемалывал гниющие растения и труху, работая живым уборщиком древнего леса. Но от одного его вида и размера становится не по себе. А в тени папоротников тебя поджидает еще один охотник. Пульмона скорпиус. Древний скорпион, вымахавший до размеров небольшой собаки, около 70 сантиметров в длину. Он охотился среди корней на все, что мог осилить, и с его клешнями и жалом лучше было не встречаться. Рядом сновали тараканы величиной с твою ладонь, а по коре деревьев ползали пауки и их родня немыслимых размеров. Было в этом небе и еще одно странное племя, которого больше нет нигде на свете. Ученые зовут их палеодиктиоптеры. Представь крупное насекомое, у которого не 2 пары крыльев, а будто бы 3,
Ведь по бокам груди у него торчала еще и лишняя передняя пара маленьких крылышек, словно черновой набросок, что природа потом отменила. А спереди у многих из них был крепкий колющий хоботок, которым они протыкали молодые побеги растений и пили их соки. Целый отряд крылатых существ, что поднялся вместе с гигантами и вместе с ними бесследно исчез, не оставив ни одного потомка. Даже самые обычные ползающие и летающие твари в этом мире были раздуты до пугающих размеров и порой устроены так причудливо, как нам теперь и не вообразить. Это была планета, целиком отданная во власть тех, кого мы сегодня привыкли давить тапком. Но вот что самое важное во всей этой картине. Пока в густом воздухе царили крылатые гиганты, а по земле ползали бронированные великаны, в сырой листве под ногами пряталось маленькое, невзрачное существо. Ящерка размером с ладонь, юркая и осторожная. Она не правила ничем и держалась подальше от чужих челюстей. Но именно в ней, а не в грозных гигантах, была спрятана искра будущего. Это был один из первых наших с тобой предков, что научился откладывать яйцо в прочной оболочке прямо на суше. И этой маленькой хитрости однажды предстоит перевернуть мир. Но об этом чуть позже. Тут ты вправе спросить, а как ученые вообще узнали про воздух и про великанов, если все это было 300 миллионов лет назад и ни одного свидетеля не осталось в живых? Ответ в том, что свидетели остались, просто читать их надо особым образом. Первый свидетель — это уголь и камень. Те самые древние болота, что глотали упавшие деревья, сохранили вместе с ними и множество своих обитателей. В угольных пластах и в каменных желваках, что находят рядом с ними, ученые откапывают отпечатки крыльев меганевры, панцири артроплевры, отпечатки тараканов и поденок. Есть на свете особые места, где это богатство собрано будто в каменном музее. Одно из самых знаменитых лежит в самом сердце Северной Америки, где из земли достают округлые каменные желваки, а внутри каждого, стоит его расколоть, прячется отпечаток древнего существа – медузы, червя, насекомого или листа. Древняя жизнь отпечаталась там так подробно, что видно каждую жилку на крыле насекомого. По этим отпечаткам и восстановлен весь тот исчезнувший мир, деталь за деталью. Второй свидетель – это следы. Артроплевра была так тяжела, что оставляла в мягком грунте длинные дорожки от своих многочисленных ног. Эти дорожки окаменели и дошли до нас. По ширине такого следа ученые и высчитывают, каким огромным было животное, что его оставило. Это как узнать рост человека по цепочке его шагов на песке, только шагам этим сотни миллионов лет. А самое трудное было доказать, что дело именно в кислороде. И тут ученым помогли сразу два приема. Во-первых, они научились измерять древний воздух по камням. В породах остаются следы давних пожаров и особые вещества, по которым можно судить, сколько кислорода было в атмосфере в ту или иную эпоху. Расчеты раз за разом показывали одно и то же. В каменноугольном периоде кислорода было заметно больше, чем сейчас. Во-вторых, ученые поставили прямой опыт. Они выращивали обычных современных стрекоз в особых камерах, где воздух был искусственно насыщен кислородом. И стрекозы в таком воздухе вырастали заметно крупнее своих обычных сородичей. Прямо на глазах у исследователей древнее правило снова начинало работать. Больше кислорода, крупнее насекомое. Так догадка о богатом воздухе превратилась в доказанную причину. А теперь давай разберемся, почему именно кислород так раздувал этих существ. Ведь мы с тобой дышим тем же кислородом и не становимся от него великанами. Все дело в том, что насекомое устроено совсем не так, как ты. У тебя есть легкие и кровь, что разносит кислород по всему телу до самого дальнего пальца. А у насекомого ничего этого нет. Оно дышит через сеть крохотных трубочек, что пронизывают его тело насквозь и открываются наружу маленькими отверстиями по бокам. Воздух просто просачивается по этим трубочкам внутрь сам собой, без всякого насоса. Прием простой и надежный, но у него есть жесткий предел. Чем крупнее насекомое, тем длиннее должны быть трубочки, и тем труднее воздуху добраться до самой глубины тела. В обычном воздухе большое насекомое просто задохнулось бы изнутри, не сумев прокормить кислородом свою сердцевину. Вот почему сегодня они все такие маленькие. Их душит невидимый потолок. И потолок этот — сам воздух. А теперь представь, что кислорода в воздухе становится в 1,5 раза больше, и сам воздух делается плотнее. Тот же самый глоток теперь несет куда больше кислорода.
Он легче проходит под трубочкам и достает до самых дальних уголков тела. Невидимый потолок разом поднимается высоко вверх. И насекомые устремляются в это открывшееся пространство, вырастая поколение за поколением. Густой воздух добавок стал плотной опорой для крыльев, и по нему стало легче летать, поднимая в небо даже такое тяжелое тело, как у Меганевры. Планета словно сама позвала жизнь стать больше, и жизнь с радостью откликнулась. Но именно в этой чудесной силе и была спрятана погибель гигантов. Ведь если сам воздух поднял им потолок, то стоит воздуху измениться, и потолок рухнет вниз. Гиганты были не хозяевами своего размера, а заложниками одного единственного условия. Они выросли под особое небо, и это небо не собиралось держаться вечно. Прошли миллионы лет, и мир начал меняться. Огромные болота, что кормили планету кислородом, стали пересыхать. Климат сделался суше и холоднее. Теплые топи отступили, а вместе с ними поредели и великие леса плаунов. Фабрика кислорода сбавляла обороты. Медленно, но неумолимо доля кислорода в воздухе поползла вниз, к привычным нам значениям. И тот самый невидимый потолок, что когда-то взлетел вверх, начал опускаться обратно. Для великанов это стало приговором, растянутым на тысячи поколений. Представь эту трагедию глазами одной Меганевры. Она вылупляется в мире, что уже не тот, каким был при ее далеких предках. Воздух чуть беднее, чуть жиже. Ее огромное тело требует прежнего обильного дыхания, но каждый глоток теперь несет чуть меньше кислорода, чем нужно. Ей все труднее наполнять свои длинные дыхательные трубки. Ее широкие крылья, что раньше без усилий держали ее в плотном воздухе, теперь работают тяжелее в поредевшей атмосфере. Каждый влет дается ей чуть тяжелее, чем предкам. Каждая охота отнимает чуть больше сил, чем приносит добыча. Она все еще владычица неба, но небо медленно вытягивает из-под нее опору. И это происходит не в один страшный день, а незаметно, за сотни тысяч лет. Так медленно, что ни одно существо внутри этой истории даже не чувствует, что мир вокруг него закрывается. И ее потомки, чтобы выжить, вынуждены рождаться чуть мельче родителей. Из поколения в поколение великаны сжимаются, потому что только меньшие теперь могут прокормить себя воздухом. А тут подоспела и вторая напасть. В том же поредевшем воздухе поднялись новые хозяева. Те самые мелкие проворные существа, что прятались в листве, дали начало первым рептилиям, и часть из них научилась охотиться на насекомых, а позже и взлетать. У огромной неповоротливой Меганевры не было ни единого шанса против будущего быстрого летающего охотника. Мир, где крупное крылатое существо не имело врагов, закончился навсегда. Теперь быть маленьким и юрким стало выгоднее, чем быть большим и заметным. И насекомые окончательно отказались от прежних размеров, отступив в тот крошечный формат, в каком мы знаем их сегодня. Вот почему гигантские насекомые больше никогда не вернутся. Дело не в них самих, просто небо над планетой снова стало обычным, потолок опустился, и в воздухе поднялись быстрые крылатые охотники. Клетка захлопнулась. И захлопнулась навсегда. Пока в воздухе лишь пятая часть кислорода, ни одна стрекоза уже не дорастет до размаха орлиных крыльев, сколько бы миллионов лет ни прошло. Остановись и вдумайся, что за история только что прошла перед тобой. Целая империя великанов, что правила сушей и небом, дольше, чем потом правили динозавры, поднялась и рухнула не из-за астероида, не из-за великой стужи и не из-за чужих клыков. Ее вознес и низверг обычный воздух. Незримый, невесомый газ, который ты прямо сейчас вдыхаешь и выдыхаешь, даже не замечая. Гиганты каменноугольного мира были детьми своего неба и не пережили того дня, когда небо переменилось. И в этом главный урок всей истории. На Земле нет вечных королей. Самая грозная сила однажды оказывается лишь короткой головой, если весь ее трон держался на одном единственном условии. Меганевра была совершенна для своего мира, но именно эта совершенная подгонка под густой воздух ее и погубила, стоило воздуху стать другим. А выжили не самые большие и не самые страшные, выжили гибкие и невзрачные. Та маленькая ящерка из подлеска, что не правила ничем и пряталась от чужих челюстей, унесла в своем прочном яйце будущее целой ветви жизни. Из ее потомков однажды поднимутся звери, а следом и ты.
Так что сделай сейчас один медленный вдох и почувствуй этот воздух по-настоящему. В нем чуть больше 1/5 кислорода, ровно столько, чтобы твое тело работало, и ровно столько, чтобы ни одно насекомое уже не стало гигантом. Тот же самый воздух, что 300 миллионов лет назад поднимал в небо крылатых чудовищ, сегодня держит планету в привычных нам мерках. Ты живешь под этим невидимым потолком каждый день своей жизни и никогда о нем не думаешь. А ведь именно он однажды решил, кому быть великаном, а кому уместиться на ладони. Скажи в комментариях, что поразило тебя сильнее, что стрекозы когда-то были размером с орла, что многоножка вырастала длиннее человека, или что всех этих гигантов создал и погубил обычный воздух. Нам очень интересно прочитать твой ответ. Мы увидели, как богатый кислородом мир поднял насекомых до чудовищных размеров, а потом отнял у них небо. Но впереди история пострашнее. Скоро после этого планета подойдет к самому краю полного исчезновения жизни. Не 9 из 10, а почти все живые существа сгинут в катастрофе, рядом с которой гибель динозавров покажется легким испугом. Что за сила едва не убила саму жизнь на Земле, и кто сумел уцелеть в этом аду? Об этом мы расскажем в следующем фильме, и выйдет он уже на этой неделе. Это были забытые эпохи. Подпишись, чтобы не пропустить, как планета однажды почти умерла и все же нашла в себе силы начать заново.